Итак, в этом видео я расскажу вам о том, как монтировать в DaVinci. И смотрите за мной, повторяйте, и через 10 минут вы уже охренеете от того, что вы на самом деле умеете монтировать видео. Все, что вам нужно сделать на первом окне, которое откроется после длительной загрузки, это нажать «Новый проект», дать ему какое-то нужное вам название и нажать на «Create». У вас открывается ваш проект, и первое, что вам нужно сделать, это нажать «Файл» и перейти в Project Settings. Это настройки вашего проекта, где вы можете выбрать разрешение в этом пункте и, например, поставить ему 4К, можете поставить 720p, то, которое нужно. У меня будет Full HD стандартное. И, например, мне не нравится 24 киношный формат, я поставлю 30 кадров в секунду. И мое воспроизведение должно быть тоже 30 кадров, потому что иначе оно будет медленнее воспроизводиться. Эти значения лучше сделать одинаковыми. Нажимаю «Сохранить». Теперь у меня изменены наши настройки. А вот здесь у меня открыта папка, где у меня все мои файлы, из которых я хочу сделать какое-то финальное видео. И первое, что я делаю, это в этой программе я вижу вот такие нижние пункты, 7 колонок. Я перехожу на самую первую. Сюда мы добавляем наши файлы. То есть их можно добавить на самом деле и в том месте, где мы были, но мы будем делать пошагово. Просто переносим их сюда, но также вы видите, вот здесь есть хранилище, можно их достать оттуда. Кому как удобнее. Они теперь у нас здесь, мы их можем здесь посмотреть, все, что у нас есть. Очень важно распределить, отрезать. Следующая вкладка используется для быстрого монтажа, но мы рассмотрим ее потом. У нас есть вкладка классического монтажа, которая понятная, удобная и интуитивная практически для всех. Мы видим много-много элементов, но, как и в любой другой программе, не нужно по поводу них париться, потому что большей частью их вы не воспользуетесь вообще никогда на самом деле. Поэтому все, что мы делаем, это обращаем внимание вот здесь. У нас есть такая вкладка «Мастер», и вот они наши клипы, которые мы видели. Можно вот сюда нажать, и они будут в виде тех же самых иконок. Можно их проиграть каким-то образом, но это не так важно. Мы переносим нашу вкладку, наш файл самый первый вот сюда. И у нас создается дорожка видео и дорожка аудио. Здесь, соответственно, наше видео, а здесь звук. И если мы зажмем Alt, мы в самом начале мы можем крутить колесико, зажав Alt, и тем самым менять масштаб, чтобы вот более подробно видеть, как бы, что вообще происходит. Но помимо этого мы можем еще и ползунок вот двигать сюда, туда-сюда, и тем самым перемещаться по таймлайну. А чтобы вот этого звука странного не слышать, можно нажать пробел или нажать вот здесь проигрыш, и видео вообще будет воспроизводиться. То есть видео на полном серьезе здесь воспроизводится. А после чего, например, если нас не устраивает, можем еще вот этот ползунок двигать, то есть оставлять головку проигрыша на месте, а двигать саму конструкцию, просто посмотреть, что там еще есть. Если я хочу отрезать начало видео, например, или какой-то кусок вырезать, а это самое первое, что вам потребуется, я выбираю лезвие и отрезаю вот здесь. Отрезал. Теперь у нас вот это отдельный клип и вот это отдельный клип. Выбираю обратно мышку для того, чтобы убедиться в этом. Кликаю сюда, отдельный клип. Кликаю сюда, отдельный клип. Ну, тогда удалим наше начало. Я нажимаю Backspace, как для удаления текста. Но если мы оставим вот так все как есть, то у нас будет черный экран какое-то время, а потом начнется воспроизведение аж с минуты 16, что для нас неприемлемо. Поэтому мы тыкаем на вот это пустое пространство, видите, оно выделяется таким сереньким. Нажимаю еще раз Backspace, и у нас все передвинулось с самого начала. Теперь у нас то, что нам необходимо. Если я хочу, например, чтобы у меня отрезалось видео в середине, я поступаю точно так же, выбираю лезвие, отрезаю здесь и отрезаю здесь. Вот этот клип нам не нужен. Я беру стрелочку, выделяю его. Я обычно нажимал Backspace, как я вам привел в предыдущем примере, а могу нажать Shift, зажав Shift, нажать Backspace. И тогда все удаляется сразу со смещением, и мы по поводу этого не паримся. Но еще мне не нравится вот здесь вот звук, и я хочу его как бы уменьшить. Я могу, видите, вот здесь такая выделялка звука есть. Я могу понизить весь звук сразу. Но, допустим, если мне что-то не понравилось, как я сделал, нажимаю Ctrl-Z, изменения отменяются. А может быть, я хочу только вот в эту часть потише сделать. И для этого я зажимаю Alt и нажимаю вот здесь. Зажимаю вот здесь, ставится точка. Еще раз зажатым альтом, и еще раз зажатым альтом, и еще раз зажатым альтом. И у меня 4 точки получилось. А это что такое? А это значит, что мы можем их подвинуть вниз, эту и вот эту. Тем самым у нас воспроизводится с большой громкостью, потом все становится супер тихо, почти не слышно, потом громкость снова набирается. Если мне что-то не нравится, я нажимаю Ctrl-Z, и все отменяется последовательно, так же, как я это все добавлял. Что еще необходимо сделать и знать, что здесь может быть? Например, я хочу сделать картинку в картинке. Вот у меня идет сериал, а я хочу добавить еще и игру. Вот эта часть мне, допустим, уже не нужна, я ее пока что удалю, но, может быть, она понадобится в будущем, и добавляю вот игру сюда. Видите, я ее добавил.
но я хочу, чтобы у меня была картинка в картинке или еще какой-то эффект интересный сделать, но не хочу, чтобы у меня использовался звук отсюда, чтобы не было мешанина. Если я выделяю ее так, выделяется весь клип, но если я зажму вот эту аудиочасть, зажму Alt и нажму, то у нас выделится только аудио. И мы снова нажимаем Backspace, и у нас удалилось только аудио, при этом осталось видео. Поэтому я двигаю его вверх, у нас появляется вторая видеодорожка, и самое крутое, что я могу подвинуть его на это видео. И вы видите, что у меня вместо вот этого видео со Стартреком появилось видео с игрой. Но у нас есть черные полосы, и что-то непонятно, почему на месте этих черных полос у нас нет видео. А для этого у нас есть две вкладки. Вот эта вот маленькая кнопочка, и вот эта вот, которая называется инспектор. Здесь все настраивается, по сути. И в отличие от многих других программ, здесь знаете, что удобно сделано? То, что все визуально. Вы нажимаете сюда и выбирайте, что вам нужно. Например, мне нужно трансформ, мне нужно трансформировать мое видео. Я буквально на 1 мм двигаю, потому что сейчас она как бы заполнена на весь экран, вот чуть-чуть, и все, и сразу видна картинка, которая под ней. Ну, например, я хочу сделать картинку в картинке, и делаю вот так, а потом ее вот сюда перемещаю, нажимаю воспроизведение, и у нас воспроизводится сразу две картинки. Или, например, я хочу, чтобы она плавно воспроизводилась, то есть вот ее нет, а потом хоп, и она появляется. А я хочу, чтобы это происходило гладко. И видите, я на краешек навел, здесь вот такая линия, я ее отвожу, и теперь она как бы медленно появляется. То есть хопа, и она потихонечку проявляется. Если меня что-то не устраивает, я снова нажимаю начинать Alt-Z, точнее Ctrl-Z, пока меня не устроит то, что я вижу. Ну и другие эффекты здесь такие же прикольные есть. Например, я могу выбрать Dynamic Zoom. Но в каких случаях он нужен? Вот здесь у меня есть фотография, например, моя. Она вот здесь, я делаю ее больше или меньше, а чтобы сделать что-то больше или меньше, видите, вы на краешек наводите, и можно увеличивать, уменьшать длительность воспроизведения. И я хочу зумировать из своего глаза в свой нос, сделать такую микроанимацию. Это супер просто сделать наглядно. Нажимаем Dynamic Zoom. Вот то, что зелененькая рамочка, это то, что у нас начинается вот здесь, в самом первом кадре. Мы уменьшаем и перемещаем на глаз. И, соответственно, красную, вот эту, видите, которая скрылась практически, мы наводим на наш нос. Это самый конец анимации вот здесь. Мы можем ее немножечко уменьшить, чтобы она была больше. Видите, показывается, какая смешная картинка. И теперь все воспроизведение будет перемещаться с моего глаза на мой нос. Вот такая вот анимация. Можно пользоваться стандартными ключами вот здесь. Здесь все то же самое значение. Мы можем отключить наш Dynamic Zoom полностью и пользоваться только вот этими значениями. Но об этом я расскажу в другом видео, это надо чуть больше времени, чем есть у нас сейчас. Большинству людей достаточно вот этого, вот этих вкладок и визуального наложения. Если я, допустим, хочу вывести мою получившуюся картинку. Вот я там наделал кучу вещей, я их подогнал. Но вот, кстати, хороший пример, да? Вот у меня здесь начало, черный экран, а я бы хотел, я вот ее уже вроде отрезал, но мне нужно видео, которое логически идет вот здесь, да? Вот оно дальше. То есть я должен, по идее, его подвинуть, отрезать вот, ну, отодвинуть вот здесь, отрезать, переместить все это сюда. Но я могу сделать это отдельным действием, и для этого здесь у нас есть вот такая вот вкладка, которая называется Trim Mod T. То есть и я как бы двигаю внутри вот этого файла видео, которое гораздо длиннее, чем этот файл. То есть я двигаю как бы исходник. И вот у нас вверху, если вы посмотрите, точка входа и точка выхода есть. То есть я его двигаю, куда мне надо, и вот как бы оставил. И я ничего не мучил всю мою композицию, вот эту огромную, а просто переместил чуть-чуть файлы как бы вперед внутри этого клипа. И теперь я хочу все это вывести. То, чем мы должны закончить наш клип, например. Или, кстати говоря, может быть, вы где-то какие-то титры хотите вставить, это тоже классическое требование. У нас здесь есть отдельно вот такая вкладка эффектов, здесь много всего прикольного, например, переходы, можно всякие классные делать выходы, то есть она хопа и размылась. Это вы можете поэкспериментировать самостоятельно, называется видео-переходы, есть аудио-переходы также, если у вас есть стыки аудио, поэкспериментировать. Но еще у нас есть вкладка титры, и мы добавляем какой-то конкретный текст, вот здесь это простые, или вообще выбираем какой-то стандартный шаблон, который нам нравится, кидаем сюда, и видим, что у нас добавился еще отдельный слой с титрами. Мы нажимаем на него и видим, что вот он, вот она его настройка, и вот наши надписи. И это уже готовая анимация, та, которая нам нужна. И мы вот здесь его настраиваем. Мы настраиваем размер текста, шрифт, настраиваем анимацию, и если нам это не нужно, снова удаляем.
А теперь мы просто хотим вывести нашу композицию, для чего я нажимаю вот самую последнюю вкладку, вот это цветокоррекция, это типа After Effects, вот это звук, но мы выбираем самую последнюю, потому что все остальное это, ну, в другие разы, извиняйте, ребят, быстро не успею рассказать. И вот он наш весь клип, который мы намонтировали. И вот здесь я выбираю настройки необходимые, есть вот готовые настройки YouTube, но есть еще вот простые H264, H265, самые популярные плагины. Я выбираю здесь разрешение и количество кадров, но оно по умолчанию здесь стоит такое же, как и у вас было. И здесь есть quality, который называется Automatic Best. И, как ни странно, теперь в 2020 году они научились делать это намного быстрее и намного качественнее. То есть, действительно, автоматические пресеты здесь довольно неплохие. Поэтому мы просто называем наш файл как нам надо, выбираем, куда нам его сохранять, точку входа, точку вывода нашего файла, где это видео будет валяться, нажимаем «Добавить в очередь». Вот оно наше в очереди, мы нажимаем «Начать рендеринг». И вот пошел наш рендеринг одновременно с нашим воспроизведением, и ваше видео будет готово, как только оно домонтируется. А если вы хотите знать больше или вы что-то не поняли, вот можно нажать правой кнопкой, нажать «File Location». И вот оно... Так, да, нет, мы разрешаем нашему антивирусу открыть папку. И вот наш файл, мы можем его воспроизводить. Если вы что-то не поняли из этого урока или вы хотите больше, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы в комментарии. И, возможно, именно для вас я сделаю отдельное видео с пояснениями, обучением и всем прочим. Спасибо вам за внимание, до новых встреч. Кидайте это людям, которые еще не умеют монтировать. Монтировать должны уметь все. Всего вам доброго.